Оз на связи. Да-да, тот самый, который прошел Вальгаллу на все 100% и получил вот такое вот достижение в Steam. И угробил на это 330 часов. А мы начинаем. Assassin's Creed Valhalla – это шедевр про викингов или уже музейный экспонат. В целом, игра получила положительные отзывы. Например, в Steam около 70% остались довольны. Но лично мне в комментариях многие писали, что не смогли осилить эту игру даже на 20 часов. А я наиграл больше 300. Если ты играл в это творение, то тебе точно есть что сказать в комментариях, поэтому не стесняйся, начинай писать прямо сейчас. А в конце видео я расскажу тебе мощный лайфхак для прохождения этой игры, если ты не любишь гриндить и шататься по открытым мирам Ubisoft. Конец 2020 года, и на свет появляется Valhalla, 12-я игра из серии Assassin's Creed. Ubisoft даже не представляли, что они создали монстра, который сожрет твою жизнь, если ты вовремя не остановишься. Давай разберемся, стоит ли начинать играть в этот шедевр прямо сейчас, или это очередной симулятор пылесоса по сбору меток на карте. Valhalla даже сейчас выглядит дороже, чем некоторые современные релизы. Конечно, если у тебя не микроволновка вместо компа. Ассасин уже не тот, кричали многие фанаты серии, и да, они правы. Это не те сопливые истории про Эцио или Арнок, это целая сага про жестоких викингов. Огромная полноценная история о скандинавской экспансии в 9 веке, когда суровые северные мужчины приехали покорять новые земли. Действия игры начинаются в 873 году в Норвегии. Далее нам предстоит оказаться в Англии того времени, где правит король Альфред Великий. Реально историческая личность. Начнем с того, что играть можно как за девушку, так и за мужика. У них одинаковое имя Эйвор, но по канону должна быть девушка. Кстати, если выбираете играть за мужичка, то не пугайтесь, когда вас захотят уложить в постель другие дядьки из сюжета. Все-таки игра создавалась людьми с разной ориентацией, ну и кто мы будем, если не будем толерантны к гомосятине. Вот так за шею мне, сучка моя. Дизайн мира — это до сих пор самая сильная сторона Ubisoft, и мир в игре действительно огромный, самая большая карта из всей серии игр. Холодная Норвегия, туманная Англия. А если установить DLC, то плюс мрачная Франция и ядовитая Ирландия в придачу. А еще есть 9 миров из всеми известной скандинавской мифологии. Асгард, Нифельхейм, Свартальфайхуймейфейн, язык можно сломать, и другие миры. Даже сейчас на рынке мало игр, где жестокость ощущается так же, как здесь. И даже не в плане картинки, а иногда на ментальном уровне. Спороть спину вдоль хребта. Ты ощущаешь, насколько был жесток мир викингов. Но анимации местами деревянные, миссии часто однотипные, и если у тебя нет бесконечного терпения или ты не фанат зачистки карты под ноль, эта игра выбесит тебя уже через 20 часов. Самый жирный минус и то, что лично у меня вызвало раздражение, это количество багов на квадратный сантиметр. Или в бою кто-то в текстурах потеряется, или где-нибудь между стенкой застрянешь, или природа на дыбы встанет. В общем, бабки уплачены, а работа не доделана. Но, наверное, юбики решили, что это будет их визитная карточка. Оружие здесь, как обычно, дохуища 1000. И половина абсолютно ненужная. Если честно, уже подбешивает такой огромный арсенал. Зачем нам столько топоров или молотов? Мы что, собираемся работать на стройке? А вот разнообразие техник и типов оружия – это огромный плюс. Топоры, молоты, мечи, кинжалы. Есть даже серп. Или огромные топоры, косы, адгейры, копья для 2 рук. Да, есть оружие, которое одной рукой нельзя поднять, но ебашит оно, мама, не горюй. Правда, это лечится прокачкой персонажа по ходу игры, и уже можно брать 2 огромных топора и устраивать мясорубку. У каждого оружия свои добивания и серии ударов. Некоторые, конечно, сделаны под копирку, например, коса и датский топор рубят почти одинаково, что не есть хорошо. Оружия куча, но можно легко забить болта, выбрать себе конкретное оружие и прокачивать его до максимального уровня, не отвлекаясь на другие рандомы. Щиты – отдельная история. По сути, абсолютно ненужная вещь, но для красивой картинки вполне неплохо. Плюс блокировка ударов и возможность контратаки доставляют моральное удовлетворение. Это не легкая фехтовальная акробатика из старых частей, это грязная северная драка, и мне это нравится. И впервые в серии тут пошла натуральная расчлененка.
Ноги, руки, головы летят в разные стороны. Реки крови и горы трупов — это то, за что можно поставить жирный плюс этой игре. И это все тот же Ассасин. Разнообразие убийств из укрытия при помощи скрытого клинка удивляет. Как и в Одиссее, здесь есть способности для стрельбы из лука или для ближнего боя, и те же самые ячейки адреналина. Способностей тоже много, и многие из них просто шикарно смотрятся в бою. Здесь нет привычных сюжетных заданий, как мы привыкли в прошлых частях. Сюжет построен на политике викингов во время их экспансии в Англии. Здесь нет стандартных «принеси шкуры и убей 10 солдат». Каждый союз — это отдельная история внутри большой саги, и в этом главное отличие Вальгаллы от предыдущих частей. А если ты любитель скандинавской мифологии, так тут ее навалили столько, что за раз не унесешь. Галлюциногенные трипы в Асгард или Нифельхейм, здесь ты можешь встретить Тора, Фрейю, Хель и других персонажей из скандинавских мифов. Параллельно всем этим пиздоворотам событий, история также развивается в наши дни, где все та же Лейла Хасан, которую мы знаем по истокам и Одиссее, все так же пытается противостоять ордену тамплиеров. Это все тот же ассасин со скрытым клинком, скрытыми убийствами и борьбой с орденом тамплиеров, который, кстати, берет свое начало в Англии, куда добрался орден древних. И да, здесь мы видим настоящих ассасинов, прибывших с востока в погоне за орденом. Именно они обучают Эйвора мастерству владения скрытым клинком и дарят ему это оружие. Вообще, я считаю, что это одна из самых важных частей серии, которая как раз связывает истоки, Одиссею и саму Вальгаллу с прошлыми играми. И если ты играл в Мираж, то точно понимаешь, насколько необходима эта игра для прохождения. Серия должна развиваться, и если фанаты хотели 20 лет играть в один и тот же сюжет с разными локациями, то серия умерла бы еще лет 10 назад. И вообще для меня игра должна быть целым путешествием, а не коротким увлечением, которое я пройду за пару выходных дней. И вот настало время лайфхака. В этой игре есть режимы сложности, и если ты не любитель постоянного гринда, тебя бесят все эти одинаковые задания, но ты хочешь погрузиться в сюжет, ты просто выбираешь режим сюжет. И тогда ты можешь просто двигаться по заданиям, игнорируя прокачку и развитие персонажа, сосредоточившись только на истории Эйвора. Это отличный способ пройти игру, чтобы она тебе не надоела, и закрыть все дыры в сюжете. Если ты фанат серии про ассасинов, то эта игра обязательно к прохождению хотя бы в режиме сюжета. Если ты любишь скандинавскую мифологию и мир викингов, то это точно для тебя. Ну а если ты зажравшийся геймер, который вечно находит негатив в каждой игре, то скачай себе Тетрис на мобильник и кайфуй. Я прошел эту игру на 100% и получил платину в Steam. Правда, она сожрала более 300 часов моей жизни, но я не жалею об этом. Как я проходил Assassin's Creed Valhalla, ты можешь посмотреть на моем канале. А что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, а я пошел удалять этот шедевр со своего компа и искать новое путешествие. Оз был на связи, всем пока.